Всем привет, народ! Сегодня у нас будет речь идти о скаме, да, о мошенничестве и обмане разработчиков Telegram-бота Voxel. Перед тем, как мы начнем, перед тем, как я начну все рассказывать, кто меня смотрит, уже знает, про что сегодня будет идти речь. Вот, сразу вам говорю, не заходите в подобные Telegram-боты, не вносите туда донаты, тем более не заходите в Telegram-бот Voxel, потому что вот сейчас я вам приведу все доказательства, пруфы, которые у меня есть, да, все рассказы о том, как здесь людей заманивают, да, и обманывают. Ну, на моем примере я сам как бы всегда вам об этом говорю, но здесь я залетел на эйфории, когда я могу зарабатывать, да, зарабатывал, все вам так хорошо рассказывал, ну и вот наступил на эти грабли. Ну, мне грех, да, жаловаться, я здесь заработал, ни в какой минус я не ушел, ни какие-то мои донаты не забрали, да, но смысл того, что меня забанили, смысл того, что они не дали мне мое достижение, которое я как бы стремился к этому, смысл того, что бан произошел неправомерно, бан произошел специально, да, и вас никто не убережет от того, что вы будете следующими, да, и скоро этот проект соскамится. Тем более сегодня я вам расскажу про то, что какие у нас обновления, к чему они ведут. Так что не заходите в такие боты, вообще ни в какие боты лучше не заходите, не вносите донаты, нас уже на протяжении большого времени ни один нам бот не раздал дроп нормальный. Половину ботов нас кинули, собрав с нас донаты, да. А вот такие боты нас банят, да, тем самым не дают играть, по сути, и заработать денег, хотя позволяет это делать игра, вот. Так что не занимайтесь этой ерундой, не теряйте деньги, не давайте заработать вот таким вот мышам, которые поступают вот так вот со своим комьюнити, ну и с такими людьми, как я, которые как бы пытаются им помогать, развивать их, да, пиарить. Вот, за это мне как бы по ручкам. Начинаем с чего? Вышло у них недавно обновление, да, в котором теперь модельки у нас мало того, что ломались, да, теперь их можно было ремонтировать только за диамант, а этот диамант, ну, его добыть нереально. То есть добыть какие-то модельки очень проблематично, диамантовские, вот, и, соответственно, приходится донатить. И мало того, что их сделали, было 2 диаманта, сейчас их 5 диамантов стоит отремонтировать. Это не мой аккаунт заблокирован, это мой второй аккаунт. Его, скорее всего, тоже сейчас заблокируют после выхода этого видео. Вот, вышли вот эти вот подарки, в которых вы ничего не выбьете, а если выбьете, вам никто ничего не отдаст, вас забанят. И, соответственно, вот он наш злополученный лидерборд. Кто следит за мной, кто следит за моим телеграм-каналом, кто следит на ютубе за мной, да, прекрасно знали, что я очень долгое время, вот до определенного вот этого дня, когда меня забанили, находился в топ-1. На первом месте с отрывом от остальных игроков. То есть сейчас у человека тут 1 миллион, да, у меня было 1,5 миллиона. То есть я очень хорошо от них оторвался и надеялся получить это первое место. Но на протяжении недели даже или больше я выкидывал посты каждый раз, что я на первом месте, да, и что я подозреваю, что не дадут мне забрать вот эти вот почти 4000 тонн, потому что это почти там 12 тысяч долларов, ну 10-12 тысяч долларов, в зависимости от курса. Не дадут мне эту сумму забрать. Мне так кажется, что либо меня подвинут какими-то ботами, да, либо меня забанят. Ну и вот, соответственно, мои как бы мысли оправдались, меня забанили. Причина бана такая же абсолютно, как и у всех игроков, которых забанили вот именно, понимаете, если вы там используете софт или ботов, да, там ферму, множество твинков, вам так и напишут, что вы ботовод, используете большое количество ферм. Этот, я вам сразу говорю, это пруф действительно, потому что сегодня вам покажу переписку, я общаюсь с человеком, который находится в данный момент в команде разработчиков, ну не в команде игры, точнее Voxel, да, проект Voxel находится там внутри этого всего, мы с ним знакомы, как бы, и он мне это все рассказывает по факту, он просил не называть его имени, ну по понятным причинам, вот, так что есть вот эти вот пруфы о том, что если бы они поняли, что у вас, например, ферма или вы ботовод, они бы вам так и написали, но всех, кого забанили, всех, кого банят неправомерно, им пишут одну простую истину. Обход системы. Все. Никаких объяснений, ни при помощи чего. Кликеры это, да, там, либо рекламы, там, сейчас как они все это понаписали, всю эту ерунду, да, пытаясь людям в уши втереть, которые в чате там находятся. Причем, заметьте, в чате там одни и те же люди, которые нон-стопом там пишут, да, и еще показывают, что они там нафармили, да. Как можно общаться в чате, еще сидеть тут фармить, да, ну, это просто, мне кажется, половина там народу подставных. Вот. И, соответственно, они всем так пишут, что обход системы. А какой обход системы? Как обходили люди? То есть, как можно систему здесь обойти, да? По сути, это Telegram, да, внутри Telegram, не знаю, быть разработчиком Telegram, как можно? То есть, если бы это была ферма, понятно, ферма, да, там манипуляция рынком, видно, что на один и тот же аккаунт туда-сюда кидали. Вот.
Но как еще можно тут обходить систему, я этого не понимаю. Тем более вы, кто смотрит меня, все прекрасно видели. Я здесь почти со старта, снимаю видео, показываю все свои достижения. Я очень долго на протяжении всего этого времени собирал эту коллекцию ЗУ, да, и вот в последнее время я вообще ничего не делал в этом боте. Я просто заходил, клейм нажимал, да, вот этот клейм L, да, который общий клейм. И раз там в 2 дня я чинил модельки. Все, я не искал никаких моделей, потому что у меня уже там 500 с чем-то слотов было забито всякими коллекциями. У меня фармился тон, там больше 10 тонн в сутки пассивно. У меня приносилось 15 тысяч звезд пассивно, получается, в сутки. У меня эмеральда было там почти под 100 тысяч. У меня этот диамант даже фармился. У меня были модельки эти все диамантовской, получается, редкости. То есть мне не нужно было никаких обходов, да, никаких ботов, там, не знаю, кликеров. У меня автокликер, точнее, не автокликер, а автосбор, он был куплен. С ним автокликер не работает. Можете проверить мои слова, да, у кого включен автосбор. То есть там надо одним нажатием держать, и он будет собираться. А автокликер — это именно клики. То есть автокликером даже никак не получится с автосбором вместе взаимодействовать. Вот. По сути, мне он не нужен был. Я зажимал кнопочку, да, у себя на мышке, не знаю, чем, как и любым тяжелым предметом, уходил, занимался делами, моделька собиралась, я приходил, удалял, заново ставил, все. В принципе, ничего сложного. Вот, никаких обходных систем, но это было до этого. Сейчас, вот я говорю, я заходил только клеймить и ремонтировать модели. Все. Ну и покупать вот эти акции, которые у них постоянно тут выходили. И вот после того, как меня и многих людей, а единоразово всех одновременно позабанили, получается, в Вокселе, у них вышли новые модели, новые акции, где там по 45 тысяч, получается, очков лидерборда давало, да, там скидали скрины с угаром, что там у человека было 174 миллиона этих поинтов, да. Вот такая вот беда. Давайте идти по порядку. Смотрите, что вообще могу я вам сказать. Давайте начнем с того, что меня в проект, во-первых, позвал человек. Человек вот этот вот, у него в Телеграме вот такой вот ник, да, Павел Блейз. То есть, ну, рожу его можно показать и другую еще, да, есть она весьма интересная, вот такая вот. Вот этот человек один из таких, ну, более значимых фигур в Вокселе, да, получается. Вот этот человек меня пригласил в этот проект, убеждал меня, да. Этот человек меня добавил в чат, в котором находились это администрация, да, там менеджеры проекта Voxel, где мне там выдавали задания, как любому инфлюенсеру, да. И, соответственно, вот он вел. И этот человек, после того, как меня забанили, я залетел в чат, попытаясь сделать скрины, написал им гневное сообщение, и меня тут же мгновенно удалили. Зашел в чат проекта, только написал, только нажал кнопку и тут же получил бан. То есть это даже не модераторы чата сделали, да. Мое имя просто было внесено в список, чтобы банить меня везде. Все. И вот этот человек, я ему написал сообщение, у меня до сих пор ничего не ответил, не прочитал мое сообщение, игнорит меня специально. То есть вот эта вот мышь, основная мышь этого проекта, сейчас мне ничего не отвечает. Вот. Так что знайте его в лицо. И давайте пойдем по порядочку. А вот его аккаунт, вот так вот он выглядит. Ну, то есть, если этот человек вам будет писать, понимайте, что это один из самых главных мошенников в этом проекте. И ни к чему хорошему беседа с ним вас не приведет. Вот. Давайте, ну, буду кратенько, не буду все полностью как бы читать, буду кратенько вам рассказывать, что здесь происходит. Этот человек меня позвал, предложил мне как бы сотрудничество, но я ему сказал, объяснил ситуацию так, что я в принципе на протяжении уже много времени вижу, как боты всех обманывают, да, так что я не думаю, что этот проект чем-то отличается. Он меня уверил в обратном, да. Вот там плохо видать, слоняют картиночки, вот покажу. Этот человек мне пишет, что я вот ему пишу о том, что видео я сделал, как бы, но я все понимаю, и вот он. Не собираемся никого мы скамить. Если бы хотели, вывод закрыли, и несколько десятков тысяч у нас бы было, на несколько десятков тысяч было бы больше. То есть они скамить никого не собираются, но вот по итогу заскамили почти всех игроков, кто как бы сильно развился. По их мнению, ущерб им приносит. Вот так вот они делают. Вот, что далее с этим беседой с этим человеком? Кто смотрит меня и смотрит мои видео, те прекрасно знают о том, что у меня обнулили второй мой аккаунт. У меня аккаунта 2, один мой основной, с которого я снимаю, да. Вот, как видите, чат был YouTube Voxel and 50 Crypto. Это был чат основной с командой, получается, представителей разработчиков, да, вот во главе вот с Павелом, пускай он будет Павелам, вот так, Павелам.
Вот, ну, видите, тут лица еще есть другие абсолютно. Мне обнулили аккаунт. Мой основной аккаунт у меня есть, на которого я играю, которого снимаю, да, и второй аккаунт у меня, как бы, семейные мои люди все играли с этого аккаунта, потому что я объяснил, как им все это делать, показал, ну, вот, пожалуйста, развивайте второй аккаунт. Вот, мой второй этот аккаунт обнулили, не забанили, а обнулили, то есть бросили все, ну, есть у меня это все видео, я все это рассказываю. И мне на протяжении месяца, а может даже и больше, говорили о том, что да, мы разбираемся, вот. И тут же он пишет, что привет, ничего не пойму, идем разбираться. Ну, когда я им скинул про обнуленный аккаунт. Добрый день. Даже второй раз его обнулили. То есть мне все вернули, по сути, кроме коллекций всех, да. Вернули тон, вернули звезды, вернули, получается, воксели, да. И я пишу, мне снова обнулили аккаунт. А я с него больше не играл, все. Ну, у меня там нету коллекции, нету смысла, ну, опять начинать сначала. Я в него вообще не играл, мне его снова обнулили. Он, все, идем разбираться. Выдам просто компенсацию на основной аккаунт. То есть мне эту компенсацию выдали. Выдали 30 тонн. Расскажу сейчас. Находилось там 85 моделей ЗУ. Больше ничего. Ну, может быть, еще какие-то коллекции. Нет, по-моему, не было. 85 моделей ЗУ. Сейчас средний рынок это 3 тонна. Получается 250 минимум тонн стоит вот этот весь аккаунт. Мне дали 30 тонн. Подачку в 30 тонн, типа на, держи и все. А отстань от нас. Вот такие вот дела. Вот так вот они обнуляют аккаунты, сбрасывая все ваши достижения, ну и, соответственно, пытаясь все это себе забрать. Вот я про что и говорю, да, проблема не решена, как я понимаю, компенсацию я получил, вот эти 30 тонн, да, и вот мне пишут, ну, значит, да, это компенсация, которую вам начислили в связи с невозможностью вернуть старое состояние аккаунта. Большое спасибо за подачку. Идем далее. Здесь меня, кто смотрел меня опять, у меня было интервью с игроком. Здесь они меня, вот видите, Карлос здесь находится даже в этом чате, тоже постоянно что-то пишет. Вот, меня здесь вот эта же команда всех вот этих скамеров, здесь меня попросила, можешь снять интервью с одним из наших топовых игроков, который без доната заработал $1000 там и тому подобное. Я говорю, ну, конечно, давайте пробовать. Сначала я сомневался, конечно, сказал, что я не интервьюер, не знаю, как это сделать, да, и поэтому, видите, там видео получилось такое очень и очень, вот, но все же я согласился, я думал, это подставной человек, то есть они мне какого-то своего подсунут, да, и я буду брать интервью. Нет, мы с человеком пообщались и до интервью, и после интервью, до сих пор общаемся, его тоже забанили, он тоже был в топе лидербордов, да, и, ну, сейчас все это будем рассказывать, получается. И они же меня просили это интервью сделать, они же этого человека и забанили просто. Вот, приветствую, вот я и говорю, что не мой формат, но можно попробовать сделать. Вот, они мне тут все описали, задание выдали. Получается, сразу скажу, знаете, сколько дали премии за это все? 10 тонн. Вот, пожалуйста, столько стоит вот у них работа такая. Вот меня этот же Павел просит записать интервью, который заработал более 1000 долларов в вокселе. И вот про что я говорю. Смотрите, опять мне пишет этот же Павел, Павел мне пишет. Я как и говорю, что вот я нахожусь в топе сейчас, топ-1, говорю, есть ли возможность, что меня забанят. Забанят из-за того, что я тут на первом месте нахожусь, такой красивый. И он же мне и написал, нет, аккаунт не должны забанить. Я еще плюсом говорил, то, что я там раздаю воксели своим людям. Плюс я проводил уже конкурс, да, раздаю тут модельки, воксели раздаю. Вот, и, соответственно, нет, не должны забанить. Не должны, но забаним. Как бы так. Вот тут они мне втирают о том, что вот они такие замечательные, сними видосик в формате того, что вот Бомби нам не раздала, да, там майнер нас донат кинул, да, получается, а в Вокселе можно там $30 за 3 недели легко сделать, хомяк $30 раздал там и тому подобное. То есть постоянно в этом чате накручивают, чтобы мы делали видосы хвалебные. Поверьте, таких инфлюенсеров там гигантское количество. Вот, идем еще дальше. Это вот одно из последних сообщений. Видите, 8 человек участников группы. Один из них я, 7 человек на одного меня там было находилось, да. Меня вот так вот всяко разно там раскручивали. Как тебе обновление лидерборд все ближе и ближе к окончанию? Не хочешь запилить видос про подарки, обновление прочности, комбо и вообще советы от тебя? Мы выдадим на несколько прокрутов и ресурсы.
То есть, ну, прокрутов вот этого барабана с подарками. И это было буквально за несколько часов до бана. Я им написал, что да, завтра буду делать видео с новым обновлением, и потом мне хлясь держал бан. То есть, представьте, как насколько усыпляли мою бдительность вот эти вот все, получается, мошенники. Вот они, видите, запоминайте тоже ники, да, и вот такая фотография всех этих вот. Никто из них мне, после того, как меня выкинули из этого чата, никто из них мне даже не написал, не спросил, а что произошло. Все они прекрасно знают, что произошло. Итак, переходим. Человек, который находится, получается, сейчас в проекте, да, который знает, что там происходит внутри, вот, ну, который максимально попросил меня, чтобы я не озвучил его имя по простым причинам, что, ну, может потерять свою работу. Вот. Смотрите, что он мне вообще рассказывает, что творится внутри проекта. Он уже давно не понимает, как вообще проект этот существует, да, получается, он мне до этого еще писал, что, скорее всего, проект еще продержится 2-3 месяца, и все, если они не придумают никакой NFT-маркет, да, интеграцию с подарками, которая и появилась вот у нас недавно, видите, про что я говорю, что человек находится там в команде Voxel, и он все прекрасно знает о всем будущем этого проекта. Ну, это вот пруф о том, что это действительно не какая-то там переписка с самим собой. Ну, кто не верит мне, тот, пожалуйста, не верите. Кто меня знает, как бы понимает, что я не буду лепить вот эту всю ерунду, то проект провалится, да. Скажу так, волна идет. Пишет он, что я скажу так, пока идет волна, пока не ищут новых инфлов, проект будет жить, перестанут находить, все, проект загнется. К чему сейчас и приводится, что собирается мега-донат, и, скорее всего, проект будет схлапываться. Вот, далее, вот интересно, напишите в комментариях, кто подписан, может быть, кто смотрит человека, Илья, дневник активов. Получается, здесь речь тоже о нем. Ему я в личку написал, но, к сожалению, он мои сообщения не читает, меня игнорирует, вот. Но вот информация по нему здесь есть абсолютно. То есть человек мне сказал, что, ну, можешь рассказать об этом, смотрите. Я зашел играть когда в проект, после меня там через месяц, может через полтора позвали дневник активов Илью освещать этот проект, у него больше аудитория, намного больше, чем у меня, да, там, и, соответственно, я сколько смотрю его видео, да, там, читаю его посты, неправильно он там как-то развивается, но он там постоянно выкидывает скриншоты о том, что он там продает ту модельку за тон, и вводит в заблуждение свою аудиторию. Я прекрасно знаю сам, те модельки, которые он показывал, которые он продает, они не продаются на маркете вообще. То есть я удивлялся, как так. Вот, пожалуйста, ответ вам, как так продаются вот эти все модельки. У дневника активов, да, постоянно модельки мы покупали, чтобы он хоть что-то шилил, да, шилил свою аудиторию, чтобы она заходила в этот проект. То есть, представьте, они у него специально покупали модельки с рынка, чтобы он думал, что он зарабатывает, что он продает, все. Вот такой вот он разобрался в игре, знает, что продавать нужно. Звук коллекции бомба, да, ну и все в этом роде. Мы тут обсуждали с ним. Вот он и пишет, что да, нормального дропа не будет, все хотят прибыль. Ну, именно внутри, получается, вокселя, да. Должен быть источник денег, который не хочет прибыль, да, такового нет. Рекламу порезали, там, та-та-та-та-та и тому подобное. В итоге выиграют только разработчики. В этой игре, как и в остальных всех телеграм-ботах, выиграют здесь только разработчики. Вот и тут важная информация, которую он мне донес, это был, ну, разговор не буквально не вчера, не позавчера, да, это мы до этого с ним еще разговаривали. Вот, что мне тут и пишет, но по итогу могут не позволить вывести больше, чем залил. Ну, мне позволили вывести больше, чем я залил. Просто скажут, что нарушил, и все. На все возмущения, просьбы сказать точную причину бана никто ничего не говорит. Когда за ботов банят, да, про что я вам говорил в начале, так и говорят, что ботовод, и тут все понятно. Но в большинстве случаев просто система обнаружила обход. Вот, это сообщение будет далее в ролике у всех людей из топа, кого забанили. У всех одна и та же в саппорте сообщение. Система обнаружила обход. И все. Ну вот он мне тут написал, что ты инфлюенсер и медийное лицо, если просто так тебя сейчас забанят, то будет плохо. Но, к сожалению, это был, говорю, давно разговор, меня не банили, я выводил, ну вот и пришло время, хорош. Вот, поговорим далее потом о критериях бана.
Вот, тут меня и просят, да, мое имя не называй. Конечно, скажу, что человек с команды разработчиков, да, спасибо. Если с дневником активов, ну, знаком, то можешь ему рассказать, как из него дурака делали. Вот видите, про что я говорю. Дневник активов, наверное, даже и не подозревает об этом Илюша. Вот, ну и мне не отвечает. Зачем? Вот, начинаем мы немножко. Я тут собрал немного народу, да. Если я бы начинал всех, у нас ролик бы растянулся на час, на 2, на 3, на 5, да. Если бы я всех, кому из чата, кого забанили, с ними пытался бы общаться. Но я, кого успел там, ну, со второго аккаунта в чате поспрашивать, да. Вот мне люди дали ответ. Вот это ответ человеку, у которого брал я интервью. Да, вы можете посмотреть это видео. Его тоже забанили. Вот, и здесь он рассказывает все, в принципе, то же самое, что он там 2 недели отсутствовал, да, там и отдыхал, все, заходил там по чуть-чуть, собирал что-то, коллекции делал, ну и все. И в итоге проходит какое-то время, да, он почуял неладное, саппорт ответил, скинул, сейчас там много написано, а Карлос лично проверяет, и действительно я нарушил, бан заслуженный, типа Карлос проверил, бан заслуженный, вот, и это все было по той простой причине, что человек там поднимался в лидерборде. Идем далее. Человек, он разрешил свое имя, видите, можно ли показать имя, он сказал да, вот. Колос, он тоже писал там в чатах очень много. Смотрите, я как бы попросил описать его причину вообще, какой у него был аккаунт, что, как. И вот, сейчас мы будем подводить итог, что основные критерии всех банов были, во-первых, нахождение в лидерборде, вот в сотке, в первой сотке, в топ-100. Раз, это выводов больше, чем донатов, либо когда играли люди без доната и выводили деньги. Два, коллекция ЗУ именно в инвентаре. Очень крупный инвентарь и коллекция, которая приносила звезды. Это ЗУ и ДИК получается. И у кого был пассивный фарм тона. Все, вот эти люди, кто был в лидерборде, у кого большие инвентари, ферма ЗУ стояла, кто вывел больше, чем задонатил и, получается, ну, без донатов заработал, да, тех всех срезали с этого лидерборда. Все, вот человек и пишет, что место в лидерборде было 9, да, действительно, я проверил, у меня можете посмотреть в моем ТГ, в моих скринах, да, он есть там, вот, Колос, получается, 95, а задонатил он 60 тонн, вывел 190 чистыми, получается, X3 сделал, тратил заработанные тонны на ЗУ и ГИК 40 плюс в середине бота. И вот инвентарь 240 фигурок было, из них 75 ЗУ. Видите описание? Большой инвентарь, много ЗУ. Получается место в лидерборде, доната 60, вывод 190. То есть вывел больше, чем занес. Далее человек... То же самое пишет, что как бы времени он много не терял, но играл он со старта второго сезона, и получается у него на 12 позиции он находился. Этот человек вообще тоже, у него есть канал свой, да, он заводил аудиторию, то есть он тоже инфлюенсер. Вот он и пишет, что он хоть и инфл, кучу народа привел, один хрен забанили. На 12 позиции я был, в лидерборде у него была 12 позиция, 400 фармящих у него было фигур, баги не юзал, потому что ни к чему это было. Я вам, да, действительно скажу, у кого очень большие, тем более 400, да, там не надо никаких юзать багов. У вас капает пассивно тон, у вас капает пассивно звезды, у вас капают пассивно воксели, у вас капают диамант пассивно, у вас эмеральд пассивно капает. Не надо там никаких ботов, никаких ферм, там, не знаю, ни автокликеров там и ни софтов использовать, потому что у вас просто, вас обеспечивает ваш инвентарь. Вот. Все то же самое. Получается, 12 позиция, 400 у него фигурок, да, 20к старсов у него было на балансе и, разумеется, много других ресурсов, тоже улетел в бан одновременно вместе вот со мной, да, с Колосом там и с человеком с лидерборда, да, ну, тоже просил показывать его картинку там, ну, вы как бы можете это все посмотреть в видео. Вот еще один человек тоже без донатов вывел долларов 300, инвентарь 43 слота, 200 место было в лидерборде, и тоже улетел в бан. Потому что без донатов вывел $300. Сильно много заработал, будь добр, пошел вон с проекта. Следующий человек,
кто мне тоже написал, сказал имя свое, ну, его имя не показывает, да, не хочет он. Вот, доход был около у него 0,9 тонна в 4 часа, получается. Вчера поставил на вывод, он не пришел, но это при нашей беседе. Раньше донатил, потом копил, продавал, тут не особо донатил, играл почти сутки всегда, в самом начале проекта он, да, и по итогу бан. По итогу вот так в Вокселе выглядит мой бот, да, получается. Тут я вот подарочки выводил, реферал второго уровня, да, то есть это мой реферал, привел еще реферала, да, и вот оно было сообщение о том, что мой аккаунт забанен. Потом пришло еще одно сообщение, что мой аккаунт забанен, еще одно сообщение, что мой аккаунт забанен. Ну, это контрольные, то есть добивали меня, чтобы уж точно забанить. Вдруг это не забанили. И до сих пор как бы по моей ссылке переходят люди, но я посты все выложил, людям всем объяснил. Давайте подытожим, что проект Voxel абсолютный скам. Абсолютный скам, который сейчас доит свою аудиторию, собирает деньги, у них уже более там 35 тысяч долларов на одном кошельке, там тонны они копят. Получается, кошельки они меняли они, наверное, по той причине, чтобы как бы, ну, уже один кошелек заюзался, да, нужно новенький, свеженький, вот. Получается, аудиторию свою они банят. Прошлый лидерборд, топы случайным образом пропадали. Этот лидерборд убрали просто половину топов, потому что сильно много вы заработали. Нехрен. Нехрен там делать, нехрен забирать деньги с проекта. Вот, как бы скам тут в чем? Не в том, что меня тут забанили, я такой инфлюенсер, тут блогер, меня тут забанили, я плачусь. Нет. Дело тут как бы в справедливости. И вы сделали проект, в котором можно зарабатывать, в котором можно выводить тон, да, в котором можно его фармить. Вот, вы сделали эти условия. Мы эти условия соблюдали, мы играли, мы выбрали правильную тактику, мы стратегию хорошую придумали, мы начали зарабатывать, да, это ваши условия, не мы их вам поставили, вы сами сделали такой проект, который позволяет людям зарабатывать. Мы в этот проект играли, мы играли честно, мы зарабатывали тон, мы его выводили. И это и есть причина нас выгнать, нас забанить, потому что мы соблюдали ваши правила, так что ли получается? Вот в этом и есть скам, то есть... Для чего давать? Это получается замануха, давать людям надежду зарабатывать деньги, чтобы это люди другим говорили, люди заходили, донатили, и в один прекрасный момент, когда очень много денег набралось, можно было схлопнуться и разбежаться, попрощаться со всеми, как сейчас делают основные телеграм-боты. Так что настоятельно вам советую, не играйте в этот бот. Если до сих пор играете, выводите срочно все свои тонны, все свои накопления. Может, дождитесь, не знаю, обмена, если он, конечно, будет. Мне кажется, не дадут никому обменять нормальный эмеральд, укатают сейчас курс. Вот, выводите оттуда весь тон, выводите, старайтесь, когда деньги, которые задонатили, потому что если вы выйдете в плюс, очень большая доля вероятности, что вас тоже забанят. Так что очень аккуратно относитесь с донатами, возможно, скоро этот проект схлопнется. Меня везде позабанили, ни в каких чатах я написать не могу, и говорю же, что это прописали, видать, прям так, что я куда только зашел, сообщение кинул, меня сразу в бан. И в бан не потому, что я такой вот злостный нарушитель правил, да, мне бы хотя бы тогда ответил этот Павлентий, да, и написал, что ты нарушил правила, будь добр, все, пока-пока. Он меня игнорирует, меня удалили сразу же резко из чата. И это все потому, что я не нарушил правила, а потому что я сильно много заработал в этом проекте. Вот такие вот они, получается, мошенники, Telegram-бот Voxel. Множество людей они побрили и теперь ждут новую свежую кровь, которая занесет им донаты, и, скорее всего, игра схлопнется. Либо они понимают, что их донаты им, точнее, сжирают такие, как мы, игроки, которые вышли в плюс и зарабатывают уже, да, получается. И чтобы избежать этого, да, высасывания денег с них, не с нас, да, а с них, получается, деньги, чтобы мы не высасывали нас, будьте, пожалуйста, вон из игры. Вот такой вот, получается, у нас был ролик. Если вы поможете мне распространить, чтобы уберечь людей, которые, возможно, потому что вот этот проект скоро схлопнется, да, и чтобы люди не потеряли свои деньги, то есть мы-то вышли в плюс, и то, что нас забанили, это, ну ладно, уж бог с ним, чтобы люди, которые сейчас будут заходить и донатить, не получилось так, чтобы они в прекрасный день зашли, а бот уже не работает, и они потеряли свои деньги. Так что просьба, пожалуйста, поставьте лайк, распространите это видео, поделитесь, если есть в каких-то чатах, не чатах, чтобы люди понимали хотя бы всю основу этого телеграм-бота, всю основу этих мошенников, да, и какую политику они здесь применяют, удаляя ненужных игроков, да, без объяснения каких-либо причин, и баня их везде, чтобы не придавалось никакой огласки. Вот такие вот мошенники, вот такие вот пруфы я сегодня вам предоставлял, как бы все всегда рассказываю как бы честно, ничего от вас не скрывая, ну, а я с вами прощаюсь. Всем пока, народ.